Ух, насмешил ты нас. Ну, молодец. А теперь маску сними, будь добр. Спасите! Помогите! Петро с катушек слетел! Эпизод 3. Дыбом волчья шерсть. Это тот, который Бабурина ненавидел. Думаешь, это он сделал? Конечно. Я же маньяк. Щекотила. Как поймаю, так защекочу до смерти. Я слышала, он со странностями. Я судорожно протер стекла очков. Очки. Их сжимал в кулаке Семен, когда меня били. А уже через несколько часов пропажа лежала на моем карнизе. Сложно представить, что Сема вдруг засовестился. Да, бывает. Короче, совесть у него проснулась и вернул мне очки таким странным образом. Шокированный я шел к классу под гадкие шепотки. А перед глазами все стояла фотография. Сема пропал, Семена нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего горла. Его перчатка не врежется в мою скулу. Его печатка не врежется в мою скулу. Он больше не унизит меня и не оскорбит. Не этого ли я желал? С другой стороны, разве мне и правда хотелось, чтобы Сема стал мутным пятном на доске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук, над которым измывались так же, как надо мной. Хотел ли я, чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестко? Я не знал ответа. Или боялся его. И все же в школе было и хорошее. Полина, девочка со скрипкой, она была похожа на горный ручей, на колодезную воду, которую пьешь, прихватив губами цинковый ободок ведра, и не можешь напиться. Воспоминания о вчерашней прогулке слегка остудили мой пыл. Полинина ненависть к собакам, пускай в ее случае и была оправданной, все же настораживала меня. Разве может в сердце такой очаровательной девочки найтись место для столь отвратительной чревоточины? Я тут же вспомнил о неожиданно раскрывшемся темном прошлом отца. Человек, которого я считал своим кумиром, стал причиной нашего переезда в эту мрачную глухомань. Если, конечно, можно верить маминым крикам из-за стены. И все же Полина пыталась защитить меня от шайки хулиганов, пускай и безуспешно. Он нашел насчет чего это. Слишком до хера идеализируешь. Ты рассмотри, там куча недостатков. Куча. Он наш, это брательник, видимо, ее. То есть тоже там в семье не все так гладко. Плюс, да, скрытая ненависть к собакам. Плюс вот это вот еще Тель-Авивы, там Москва, туда-сюда, и там чуть-чуть. Это все дохлый номер, это потом добром не кончится. Она молила Ромку оставить меня в покое. Собирала, глотая слезы, мои разбросанные по лесу учебники и тетради. А когда подонки пытались ее уволочь, сопротивлялась, что было сил в ее хрупком теле.
В конце концов, именно она нашла мой потерянный в таежном лесу дом и сказала папе, что меня, избитого, бросили одного в потемках. Возможно, я сужу ее слишком строго. Ты даже и не судишь еще. Что если нарисовать историю с ее участием, будто герой спасает ее от ужасных чудовищ? Вон эти два гопника идут. Едва я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехала по перилам, скалясь, словно инопланетяне из фильма «Чужие». Личинки боязни незамедлительно отложились внутри. Главное, чтобы штаны личинка не отложилась. Попадаться на глаза Ромки и Бяши после вчерашнего не было ни малейшего желания, особенно из-за внезапного исчезновения Семена. Полина хотела было заговорить со мной, но, заметив эту парочку, вдруг помрачнела и пошагала мимо, задержав на мне виноватый взгляд. Войдя в класс, я прошел к последней парте. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. Хули вы молчите, а? Шо? Испугались, а? Их взгляды буквально пихали меня, трогали, исследовали. Они смотрели на меня с убивающей смесью жалости, насмешки и презрения, как ученый смотрит на гадкого, неизвестного науке червяка. Я стиснул кулаки и уставился на свою парту. Чуть ли не до потолка, заваленную стопками библиотечных учебников. Словно это я пропал в том заснеженном лесу, и теперь мое место наконец сгодилось для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семена. Где-то в другом классе пылился точно такой же стул, покинутый Вовой. А что, есть другие варианты? Есть, да. Что это такое? Такая вещь была у каждого моего знакомого мальчишки. Пороховые петарды, которые оглушительно взрываются. Корсары. Особенно в закрытой арке. Говорят, их собирают в Китае, и они могут оторвать пальцы, если зажать их в кулаке. Особенно эти черные корсары. Пластмассовых солдатиков они, конечно, не разорвут, а вот подделки из пластилина вполне. Хер его знает, не пробовал. Ну окей. Че, все, да, у нас? Немного помешков, я сел за парту Бабурина, куда изначально меня планировала посадить Лилия Павловна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Такое радио вообще. Ну, зато всегда в курсе новостей. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Переглянулись девочки со второй парты. Она и с ними поделилась, зашушукала, быстро закивала. Я ловил на себе ее взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Ох ты, сучка. Крашена. Каждый из них считал нужно посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Так хотелось оправдаться, закричать: «Вы чего? Я не виновен!» Хулиганы повернулись и молча уставились на меня. «Чё таращитесь, я?» Чистая ненависть сочилась из их глаз. Но за что? Что я такого им сделал? У них пропал друг, а они все никак не могут забыть обо мне. Вы следующие, козлы. Было. Взгляд. Вдруг Бяшин взгляд уперся мне в переносицу.
Казалось, он вот-вот ткнет меня пальцем и оглушительно закричит. «Смотрите, эти очки вчера стащил Бабурин. Они вернулись к Антону, убийца!» Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. Возможно, я схожу с ума, или Бяша что-то знает. Знает и не хочет об этом говорить. Затем Рома тут же посмотрел на меня многозначительно, будто напоминал о своем обещании. Я помнил. Но еще висок не позволял забыть, держись подальше от Полины. От Люка. Словно в поисках защиты я до боли сжал линейку. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться. Кто на Бабурина зуб имел? Ты на что намекиваешь, Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... Металлическая линейка выпала из моих ослабевших пальцев, и ее звон заставил детей встрепенуться. Катя осеклась и как будто боязливо съежилась. Заскрипели стулья, одноклассники отодвинулись от меня поближе к выходу, к учительскому месту. И не я один уловил перемены, а Ромка и Бяша тоже заметили и презрительно поморщились. Что за херня творится, ребята, вы чё? Так, плохо, что они не боялись меня, как остальные. Ну да, есть такое дело. Есть такое дело. Да прикуси ты! Бабурин, небось, с бабкой посрался и дымился. Конечно, а вы тут на меня пытаетесь сетки повесить. Скоро найдется. Найдется, ага. Во враге со вспоротым брюхом. Я сглотнул. Вообразил Сему на снежной подушке, лицо белое, как рыбье брюхо, расколотое с широкой трещиной рта, а падающие хлопья оседают на стеклянных глазах и заполняют гортань. «Видишь, — словно говорит он мне презрительно, — это все твоя вина. Но разве только Семен издевался надо мной и получил сполна? Да, рядом должны вот эти козлы лежать, Бяша и этот Рома. Разве не все они должны исчезнуть? Ромка, Бяша, Катенька, а остальные зубоскалы? Ну, Катю-то, в принципе, это за что? Какие еще остальные зубоскалы? Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением. Благодаря ему взоры одноклассников были полны трепета. Но была и обратная сторона медали. Что если мне вскоре придется заплатить за услугу? Дверь скрипнула, и в класс вошла Полина. Я весь подобрался, чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком. Полина нашла меня взглядом, кратко кивнула и села за парту. Катя вновь ринулась к соседкам, как крыса к угощениям, и зашушукала, косясь то на Полину, то на меня. Вот ты писька, а? Ты такая крыска, действительно, вот крыска. По классу запрыгали записки. Задребезжала трель звонка, извещая о начале урока. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается? Конечно, конечно. Как там тебя, Лидия Петровна? Как скажете. Лидия Петровна прошла к столу, и за ней в кабинет вошел милиционер при параде. Тот, что приходил недавно в наш дом, высокий и с пронзительным взглядом, под которым ты гнешься, как лоза. Здрасте. Здравствуйте! Садитесь. Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности.
Лучше лекция от милиционера, чем уроки. Одноклассники оживились. А я готов был высидеть 100 часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта. Карие глаза нащупали меня среди учеников. Волосы на моем затылке зашевелились от ужаса, а ледяной пол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Конечно, правда. Екатерина, ну-ка цыц. Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Ничего, я тебя провожу до дома. Я потом тоже буду искать. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной? Конечно, за предпоследней партой. Хитрый лисий взгляд обращался ко мне. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел, касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. Он шел, неумолимо приближаясь. Я сжал зубы, удерживая вскрик. Спокойно, дыши. Ты никого не убивал и не похищал. Заранее, зная ответ, Тихонов строго спросил. Петров Антон? А что сразу я-то? Я тут что, самый крайний, что ли? Да. Встань, Петров. К стулу приклеился, извините. Мышцы окаменели. Я встал, отклеился стулом, почти услышав треск суставов. Хоть бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очутиться бы сейчас где-нибудь далеко, в лесу, зарыться в сугроб и сжаться комочком. Лейтенант глазел так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии, где десятки Семенов не оставят на мне живого места. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. А тебя никто и не обвиняет. Пока что. Только теперь я заметил папку с надписью «Дело» в его руке. Серую из шершавого картона. Совершенно секретно. Она шлепнулась о стол, словно опустилось лезвие гильотины. А что ты совершенно секретные документы с собой таскаешь и так вот на стол швыряешь? Ты что, ничего, бесстрашный, да? Бессмертный? Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я увидел бумаги и фотографии. На снимках были следы на снегу, кажется, звериные. Ты с Семеном Бабуриным общался? Было дело. Я знал его всего один день. Все знают, Петров его ненавидел. Ой, ты-то, тебя-то кто спрашивал? Я покраснел. Ах ты мерзкая сука. Захотел сцепиться зубами в Катино лицо и выгрызть ей щеку. Но я сказал, совладав с голосом. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Поэтому я его в состоянии аффекта пырнул 3 раза и все. Дальше не помню, извините. Я его ударил. Сильно? Да. Все. Он коньки бросил. Да нет, так. Топором. Чуть-чуть, так слегка, так тюк, тюк. И все. Я вообще слегка. Ну, просто топориком. Он неопределенно махнул рукой.
Тихонов посмотрел на мой кулак, будто удивляясь, что я способен стукнуть громилу с фотографией. Так, Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. В жопе. Сам ко всем лез. Старлей многозначительно кивнул и вдруг выудил из папки тетрадь. Тетрадь работ по Это роботу. твое? Он спер у меня тетрадь. Я отвел взгляд. Так, могу посмотреть? Так, Петрова. Ну да, узнаю. Мой почерк. Это была подписанная мной тетрадь по математике. Взгляды одноклассников жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы подозрительно сощурились. Мое. В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина. Жмурика. Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка, тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. И лейтенант в курсе насчет школьной потасовки, но знает ли он про драку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разные стороны баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к губам. Да херушки! И притворился, что ковыряется в носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это прозвучало, как бы смотри, не мусорнись. Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес их вчера с собой, а сейчас они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Пиздюлей получал. Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Легко именно так далась мне эта половинчатая правда. Будь осторожнее. И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Так маньяк все-таки есть. Конечно, есть. И следующее будешь ты. Подлюшка. Пока мы ничего вам сказать не можем. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать? Лес с рук взвился над партами. А у вас оружие с собой? А покажите пистолет. А покажите, пожалуйста. Охрана у школы выставит. Будет охрана. Точно. Дети загалдели, забрасывая милиционера вопросами. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. Серая папка осталась лежать передо мной. Я смотрел на нее и дышал, как человек, пробежавший 100-метровку. Под свитером струился пот. Я оглядел кабинет. Все дети внимали лектору. Только Ромка что-то говорил Пяше. А Лилия Павловна сражалась с зевотой, пялилась в окно. Объявлять комендантский час, причин пока нет. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего... Как только я коснулся папки, Тихонов хлестнул меня взглядом, словно роской. Рука непроизвольно отдернулась, будто и вправду почувствовала боль. Лейтенант еще некоторое время молчал, не сводя с меня глаз, и мне было не по себе от этой тишины и несмешливо косящихся одноклассников. Насмешливо.
Потом милиционер так же резко заговорил, как ни в чем не бывало. Одноклассника. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. Да ёб твою налево. От неожиданности я клацнул зубами, вдавился в спинку стула, затравленно моргая. Правильно, нехер оставлять свои вещи. Что-то, блин, я сижу, у меня даже слух потупился, как лежит тут такая вкуснятина передо мной. Так, молча сгреб папку, нахмурился. Больно ты любопытный, Петров. Есть такое И дело. еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Телефон-то знаете? Да, записано вот это. Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. Живым или мертвым. Ну да, подумал я. Поройтесь хорошенько во врагах, может, соберете. Как лего. Мысли были злыми и какими-то неуправляемыми. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка, стоял с ним плечом к плечу. Подозрительные люди. Где он, физрук, который там курил, он вообще где он? Где он работает где-то? Насколько подозрительным была девочка Лиса, разгуливающая в темноте. Чудачка из ниоткуда, что растворялась в воздухе со своими загадками-стишками. Но могла ли она причинить вред здоровенному Семену? С легкостью. Сказать ли мне об этом лейтенанту? Или меня поднимут насмех, снова начнут шептаться за спиной, а может того ужаснее сочтут сумасшедшим? Ромка грозно поглядел на меня через плечо. Вряд ли такой, как он, одобрит сотрудничество с милицией. За сидящими впереди хулиганами беспокойно сновала коса Кати. Дерните ее нахер. Рука словно прилипла к парте. До свидания, лейтенант. Тихонов уже попрощался с Лилией Павловной. Уйдет. Опоздаю. Да какой Лиса? Блядь, а при чем тут этот-то? Ну не про Лису же. Ладно, хер с ним. Ну уж нет. Хватит с меня позора. Тише воды, ниже травы, как зайчик. Я зацепил замком пальцы и прикусил язык. Прозвенел звонок. Лилия Павловна прошагала, не посмотрев в мою сторону. За ней вышла Полина. Ученики притихли разом, словно на пульте убавили звук. Они следили, как я иду по проходу. Прокурорские взгляды, прицелы снайперских винтовок. Я протиснулся сквозь баррикады парт, ища Полину. Она наткнулся на своих новых товарищей. Ромка приблизился в развалку. Решил сдать нас ментам? Ты что, придурок, что ли? Но я ничего не сказал. Да то подумано. Ромка навис надо мной, дыша сигаретным душком. Ты сильно ошибаешься, думая, что без Сёмы у тебя настанут веселые деньки. Пошел ты нахер. Мы тебя сосвету живем, понял? До скорого, очкарик. Пошел ты в лес. От подзатыльника моя голова резко качнулась вперед. Вот лохна! Пни меня. Я удивился, обнаружив записку на моей спине. Пни меня. Кошмар завелся по новой. Ну, Рома следующий, значит. Так потихонечку пропадут. Останемся мы с Полиной одной. Ну, максимум Катюк. Не, Катюка тоже пойдет в лес, прогуляется. И будет где-нибудь за косу подвешена какую-нибудь сучку.